Глава 228. С огненным гигантом и без того оказалось крайне сложно справиться. И если же у него появится меч, это ведь все равно, что у тигра вырастут крылья. Предчувствуя неладное, Се Лянь наклонился и выкрикнул всем собравшимся внизу: «Берегитесь, демонические твари, которые сражались с крысами так, что дым стоял столбом, позадирали головы наверх и удивленно завопили: какой огромный старший дя!» Ой, то есть да, Чжан Се, а градоначальнику, похоже, очень нравится веселиться там, наверху. Се Лянь возразил: «Нет, нам тут совсем не весело». Не давая ему договорить, гигант нанес удар горящим мечом, от которого исходила застилающая небеса энергия убийства. Се Лянь разжал руки, едва успевая увернуться, в душе поразившись ци меча и силе жара от этого оружия. Его каменная статуя и так уже с трудом держалась на равных с противником, а теперь все стало еще хуже, ему вовсе нечем ответить на подобный выпад. В критический момент у принца невольно мелькнула мысль, не обратиться ли вновь к помощи богов войны для создания меча. Но Цуань Ичжэнь сейчас качался на волнах черных вод вместе с останками костяных драконов и залечивал раны. Лан Цинцу приходилось в одиночку заменять сотни человек и сдерживать все сильнее беснующихся озлобленных духов в круге. Фэн Синь и Му Цин исчезли неизвестно куда. С тех самых пор, как они оказались на земле, принц не видел их. Свободным остался только Пэй Мин. Однако он, весь обгоревший, сражался с крысами, выплевывая кольца дыма, и готов был умереть, но не проиграть в этом состязании повелительницы дождя, так что и на него надеяться не приходилось. Принцу некого позвать на помощь. Неожиданно с земли послышалось: «Подождите, ваше высочество! Ваш меч вот-вот прибудет!» — это кричал советник. Се Лянь, бросившись к краю короны статуи, спросил: «Что? Где мой меч?» Советник, сложив ладони у рта, прокричал: «Собиратель цветов под кровавым дождем, откройте сжатие тысячи ли! На гору Тунлу!» «Меч готов!» Хуачен решительно выбросил игральные кости. «Откройся!» Что-то загрохотало в чернеющих над ними тучах, и Се Лянь, чуть прищурившись, посмотрел наверх. Там правда возник настоящий меч. Божественная статуя совершила прыжок и схватила оружие. Се Лянь сжал пальцы в особой печати, его каменное изваяние крепко обхватило рукоять меча и нанесло удар по столице бессмертных. Противник уже поднял свой пламенеющий клинок, чтобы отразить удар, однако, когда два меча столкнулись, случилось то, чего никто не ожидал. Меч Се Ляня разрубил огненное оружие великана, стоял такой грохот, будто разломилась железная скала, и посреди этого грохота мощь огненного демонического гиганта явно ослабла. Он вдруг развалился на части, которые стремительно полетели к земле. Сам Се Лянь никак не ожидал, что его меч окажется настолько сокрушительным оружием. Один удар сразил противника наповал. Глядя на меч в руках каменной статуи, принц совершенно остолбенел. Переливающийся и крайне острый клинок. Что же это за меч? Вспомнив, что советник попросил Хуачена открыть сжатие тысячи ли до горы Тунлу, принц сразу понял. Должно быть, этот меч создан из 3 горных чудищ. Впрочем, принц сейчас не мог тратить время на размышления об этом. Если громадина сверзится на город, будет совсем не смешно. Се Лянь немедленно направил статую вниз, подхватил груду камней, которая уже почти развалилась в воздухе, сменил направление, отлетев подальше, осторожно выбрал место и опустил камни на землю. Затем статуя наконец убрала меч за пояс и сама опустилась рядом, одну руку держа на рукояти оружия, другую — с принцем и демоном, сложив в форме лодочки, словно неся цветок. Изваяние застыло и вновь мягко улыбнулось, вернувшись к позе бога войны в короне из цветов. Ни единого булыжника не упало на землю. Жители столицы нисколько не пострадали, лишь через какое-то время люди, боги и демоны переглянулись и спросили: «Все кончено?» Се Лянь и Хуачен воссоединились с остальными, спрыгнув с ладони статуи. Ши Цинцюань, который вместо холодного пота уже покрылся горячим, заткнул за пояс веер повелителя ветров, пришедший в негодность после одного взмаха, и, прихрамывая, в припрыжку подбежал к принцу. «Ваше высочество, с вами все хорошо. Вы с ним разобрались?» Несколько небесных чиновников тоже подошли ближе с вопросами: «А где Вла?»
Цзюню. Ваше Высочество его одолели. Он мертв, советник вмешался. Разве это возможно? Его Высочество не так-то просто одолеть. Хуачен протянул Селяню руку. ГГ, давай поднимемся и поищем. Селянь кивнул, дал ему свою ладонь. Хуачен легко потянул и поднял Селяня на груду руин. Демоны, уже потерявшие интерес к разгромленной армии крыс, тоже запрыгнули следом, вознамерившись обыскать столицу бессмертных, о чем заявили с большим энтузиазмом. Но Хуачен велел им: держитесь подальше. Посторонним людям и нелюдям лучше не приближаться. Если они натолкнутся на Цзюнь, их ждет неизбежная гибель. Демоны, послушавшись приказа, спрыгнули на землю и остались там в настороженном ожидании. Но в столице бессмертных, обернувшись развалинами, не осталось и следа Цзюнь. Селянь и Хуачен обыскали каждый уголок, даже подняли крышу разрушенного дворца Шинью, однако никого не обнаружили. Неожиданно Лан Цинцу крикнул Пэймину: «Генерал Пэй! У меня появилось неотложное дело, подмените меня». Пэймин пребывал в расстройстве, поскольку убил крыс меньше, чем Юй Шихуан, поэтому, когда его вдруг притащили стоять в кругу, только потер нос и ничего не возразил. Лан Цинцу же запрыгнул на груду руин и, наконец, откинув обрушенную крышу, воскликнул: «Нашел Селянь!» Услышав, поспешил к нему. «Цинцу, осторожно!» Принц решил, что Лан Цинцу обнаружил Цзюнь-У, однако тот вытащил из-под обломков что-то обгоревшее до черна, напоминающее огромную, свернувшуюся в комок куколку бабочки. Изнутри доносился тихий кашель. Сердце Селяня сжалось, он в торопях вместе с Лан Цинцу вскрыл этот черный кокон, и из него выкатился ребенок, съежившийся и закрывший руками голову, весь красный с ног до головы от жара, но целый и невредимый. К тому же мальчик кашлял, значит, дышал. Следом за ним из кокона, почти крадучись, выплыл зеленый призрачный огонек. Селянь прошептал: «Это же!» В глазах Лан Цинцу сверкнул огонь ярости. Он схватил призрачный огонек и воскликнул: «Небеса поистине справедливы, раз не позволили тебе, Цзюнь, умереть окончательно, прежде чем попасть в мои руки. Теперь тот Цзюнь, можно считать, обернулся настоящим лазурным огоньком в ночи». Получается, когда Цзюнь унаслал на них пламя, Цзюнь закрыл Гуц за собой, и только благодаря этому ребенок не сгорел заживо. Селянь невольно подивился такому неожиданному поступку Цзюна. Все-таки, с его-то характером, с него сталось бы выбросить Гуцзы перед собой, чтобы отразить пламя. На нечто подобное он действительно был способен. Хуачен, мгновенно разглядев, о чем подумал принц, произнес: «Если бы он заслонил себя ребенком, его самого это бы не спасло, спустя мгновение Цзюнь сам превратился бы в пепел». Защищаться или защищать, для него разница не так уж велика, итог один. Звучит разумно, однако, он все же выбрал защитить. Пламя обожгло Цзюна настолько сильно, что от него остался лишь призрачный огонек, который все же не рассеялся, но зато оказался пойман Лан Цинцу, и от испуга громко заверещал. Только что спасенный Гуцзы сразу очнулся и схватил Лан Цинцу за ногу с криком: «ГГ, не убивай моего отца!» Лан Цинцу в гневе бросил: «Отцепись! Предупреждаю, умолять меня бесполезно, я не жалюсь над ним». Он сжал ладонь еще сильнее. Цзюнь для Лан Цинцу был врагом, погубившим всю семью, тут Селянь не мог вмешаться. И все же, боясь, что в ярости тот неосторожно поранит мальчика, принц шагнул к ним, чтобы оттащить Гуцзы прочь, но мальчишка вдруг сам кинулся к нему: «Мусорный ГГ, скорее, спаси моего отца, Гуцзы! Это не твой отец, честно. Неужели ты не понял этого потому, как он к тебе относился?» Гуцзы запротестовал: «Это мой отец. Раньше он плохо со мной обращался, но потом подобрел, часто давал мне есть мясо, и еще говорил, что заберет меня жить в большой и красивый дом. Он очень хорошо относился ко мне, мусорный ГГ, спаси его, пожалуйста». Цзюнь забранился: «Глупый сынок, не проси его ни о чем. Этот снежный лотос с черной сердцевиной не станет спасать твоего папку. Он только и ждет, чтобы твой папка помер, ему уж точно плевать, останусь ли я в живых». Хуачен, скосив взгляд, вставил реплику:
Ты что, боишься, что Лан Цинцу тебя не прикончит, и непременно желаешь пригласить меня поучаствовать?» Цзэжун все же очень боялся Хуачена, огонек даже уменьшился немного. Но раз все равно помирать, почему бы не выругаться напоследок? Паршивый пес Хуачен, тебя я уж точно не испугаюсь. Селянь, не думай, что я ничего не знаю. Я превозносил тебя как небесное божество, ну а что же ты? Чем я был для тебя? Ты никогда не воспринимал меня всерьез. Ты отвергал меня, считал меня дураком, безумцем, больным, пренебрегал мной. Ты всегда смотрел на меня свысока. А кто давал тебе такое право? Ты даже ничтожный народец Юна не истребить не смог, бесполезная дрянь. Ты, Селянь, успел сказать лишь слово, и хотя Хуачен не пошевелился, принц, будто что-то почувствовав, поспешил удержать того. Не надо, оставь. Хуачен, однако, не желал тратить силы даже на фальшивую улыбку, лишь хмыкнул, что с того, что он смотрел на тебя свысока. Есть ли хоть что-нибудь в тебе, с головы до пят, заслуживающее уважения? Возмущенный Цзэжун, задыхаясь от злости, расплевался. Тьфу, тьфу, тьфу. Вы презираете меня, ну и пусть. У меня есть сын. Покуда все замолчали, Цзэжун расхохотался словно сумасшедший. Хе-хе. Пусть я его случайно подобрал, все же это лучше, чем быть таким, как ты. Бесполезной дрянью, страдающей бессилием, на которой прервется род, и ни детей, ни внуков тебе не видать. Пусть хоть еще 800 лет пролетит. Ха-ха-ха-ха-ха. Селянь и Хуачен безмолвно переглянулись. Хуачен, не собираясь больше тратить на Цзэжуна слово, только приподнял бровь, глядя на принца, и одними губами произнес: «Это мы еще посмотрим». Селянь, зная, что Хуачен шутит, лишь неловко усмехнулся. Но к всеобщей неожиданности непрекращающийся смех Цзэжуна звучал все слабее, и прыгающий вверх-вниз зеленый огонек в итоге погас. Лан Цинцу застыл, не понимая, случилось ли это само по себе или же от того, что он слишком сильно сжал призрачный огонек в руке. Гуцзы тоже замер, подбежал и по одному разогнул пальцы Лан Цинцу, ничего не обнаружил и принялся рыться в почерневших обломках на земле. Измазав руки сажей, мальчик так и не нашел зеленого огонька, поэтому невольно дернул Лан Цинцу за одежду. «Где мой отец?» Он задал вопрос Лан Цинцу, но тот, не зная, что ответить, перевел взгляд на Селяня. Принц также не находил слов, поэтому лишь вздохнул, развернулся и направился прочь. Гуцзы за его спиной не переставал допытываться: «ГГ, где мой отец? Он ведь еще жив». Он говорил, что непременно станет каким-то великим князем, самым сильным в 3 мирах, и что никогда не умрет. Он ведь жив, да, надоедливый Цзэжун наконец исчез. Но Селянь не просто не знал, что на это сказать, но даже не мог понять, какие чувства испытывает по этому поводу. Честно говоря, если подумать как следует, принц, похоже, действительно ничего не мог возразить на слова Цзэжуна. С малолетства он, кажется, никогда не относился к своему младшему двоюродному брату с должным вниманием. Сперва он жалел Цзэжуна, потом терпел, считал его головной болью, всячески игнорировал, считая, что здесь сработает с глаз долой, из сердца вон. Если непременно настаивать, что принц отвергал Цзэжуна, похоже, это действительно так. И не только это. Когда-то принц ненавидел Цзэжуна, ненавидел до такой степени, что хотел бы растереть его в порошок и развеять по всей стране. Но спустя столько времени, пережив столько всего и теперь оглядываясь назад, принц, кроме раздражения, ощущал лишь усталость. Можно даже сказать, что к прежней неприязни добавилось чуточку безразличия. Ни радости, ни печали. Поиски Цзюнь не увенчались успехом. Они спустились с развалин, и Ши Цинцюань, который долго ждал их внизу, спросил: «Ваше Высочество, ну как, мы его не нашли?» — покачал головой принц. «Как же так?» Остальные небесные чиновники пустились в обсуждение, что если он правда мертв. Например, обернулся прахом и рассеялся по ветру, а если он где-то прячется? Это ведь настоящий ужас, и где же он мог спрятаться? При стольких-то свидетелях, оглядевшись, Ши Цинцюань добавил:
Ваше Высочество, есть один вопрос, который я хотел вам задать еще в самом начале. А где Наньян и Сюаньчжэнь? И в самом деле, они уже очень давно не видели ни Фэн Синя, ни Му Цина. Небесные чиновники вновь зашумели. Неужели оба генерала, так же, как генерал Пэй, остались в столице бессмертных, так, не выбравшись из своих дворцов? Быть не может. Я ведь еще наверху видел генерала Наньяна, он покинул свой дворец. К тому же он тогда, кажется, кого-то искал.